Здравствуйте, дорогие друзья! Я художница-флорист, имею дело с засушенными растениями. Засушенные растения, особенно в первое время после засушки, выглядят просто прекрасно. Они могут поменять свой натуральный цвет, он может видоизмениться, но он по-прежнему будет достаточно яркий. Но, к сожалению, к великому сожалению, даже этот измененный цвет или цвет, который очень близок к натуральному после высушивания, он не хранится долгое время. Разные цветы и разные растения держат свой цвет после высушивания на разное время. Да, нужно знать особенности различных растений, но, грубо говоря, нет таких растений, которые могут держать свой цвет бесконечно долго. Я говорю это к великому сожалению, потому что растительный мир, он так разнообразен, и столько оттенков существует у растений. Как бы хорошо было, если бы это было на века. Но мой опыт говорит, и опыт предыдущих художников-флористов, нужно приспособиться в своем творчестве или смириться с тем, что растения, засушенные растения теряют свой цвет, или как-то их видоизменить уже с помощью специальных средств. Я это делаю обоими способами. Иногда я применяю в своем творчестве растения, потерявшие свой цвет, они меня устраивают. Ведь после того, как они потеряли свой цвет, и он несравним просто с первоначальным цветом, растение хранит свою прекрасную форму, свою текстуру, ну а некоторые даже запах долгое время. Вот, и именно этими прекрасными качествами нужно пользоваться в своем творчестве. Последнее время я отошла от создания флористических коллажей и ударилась в такую тему, как украшение мебели. Но мебель — это же не картина, которую рассматривают на близком расстоянии, досконально. И многие предпочитают как будто бы живопись растениями. По сути, так оно и есть. Художники-флористы создают как бы живопись с помощью растений. И многие люди предпочитают эту живопись, где присутствуют цвета, близкие к натуральным. Вот. А при украшении мебели, я считаю, это вовсе не обязательно. Можно использовать только прекрасную форму засушенных растений, но цвет не обязателен. Ведь это декор, это не картина. Это всего лишь растительный декор. Вот. А в тех случаях, когда я хочу повторить, воссоздать натуральный цвет растений, мой излюбленный способ — это пастель, мягкая пастель. И я могу с полной ответственностью сказать, что в результате моих опытов можно достаточно точно воссоздать натуральный цвет растений. Я люблю работать с пастелью, легко и просто.
Почему именно пастель? Потому что засушенные растения не годится уже каким-то образом смачивать. Поэтому отпадает акварель, отпадает гуашь. А пастель подходит замечательно, потому что в ней нет влаги, и растения от влаги не могут пострадать в данном случае. Вот. А после окрашивания с помощью пастелью у художника-флориста появляется большое поле деятельности. Вот я сижу, позади меня офисный шкаф, мебель для офиса. Я украсила, в данном случае я решила как можно ближе в каждом растении подобрать оттенок к натуральному. Я повторюсь, иногда при декорировании мебели я не обращаю на потерю цвета никакого внимания. А вот в данном случае мне было просто интересно. Я старалась воссоздать цвета как можно ближе к натуральным. А пастель, она тоже смешивается, можно достигать оттенков всевозможных, и поэтому это дело приятное, я его люблю. Я сижу, вспоминаю, сколько же лет я занимаюсь уже засушиванием растений и всевозможными видами творчества, где я использую засушенные растения. Ну, больше 10 лет, это точно. Вот. За 10 лет любой может определить, что растения не хранят своего цвета, поверьте мне. Я могу сказать только исходя из личного опыта, вот за эти 10 лет. Ведь здесь в чем дело? Нужно время, чтобы проверить действительно, насколько же то или иное растение способно сохранить свой натуральный цвет. Только время, больше никаких критериев. Вот. 1 год это не критерий. 1 год хранят свой цвет после высушивания достаточно большой список растений. И даже бывает, что и 2. А вот дальше 3, 4 года, 5 лет я пробовала достаточно много различных растений, но 5 лет выдержит, возможно, синий дельфиниум и гидрангия синих оттенков. Про розовую я не знаю, я не выращивала. Вот. 5 лет. А ведь картины люди используют более 5 лет. Украшения носят тоже не 1 год. Поэтому уже недостаточно знаний, как высушить растения, чтобы они приобрели после высушивания красивую форму, без морщинок, приятные глазу. Нужно уже пополнять свою копилку знаний на тему, как можно придать им, с юмором говоря, мейкап. Легкий мейкап или там средний мейкап в зависимости от потери цвета. И самый наилегкий способ, который я люблю и с удовольствием использую, это с помощью пастели. Не понравился мне способ, потому что зачем заниматься подкрашиванием растений, искусственным подкрашиванием, приданием им цвета, который тоже со временем исчезнет. Вот было такое дуновение среди художников-флористов. Как же они называются там? Маркеры.
Копик-маркеры. Я напишу на экране название. Вот одно время я попробовала, но мне хватило годика или 2 годика, чтобы определить, что цвет улетучивается, пропадает цвет от этих маркеров. И получается, их можно использовать. Они тоже просты в употреблении. Взял маркер и раскрасил. Правда, там смешивать их нельзя. Уж какой есть маркер. Если хочешь больше цветов, то покупай больше расцветок этих маркеров. Они достаточно дорогие. Я помню, $7 один маркер стоит. А цвет хранится от силы год, максимум 2. Потом он бледнеет. А почему их некоторые художники-флористы используют? Потому что они не на водной основе, эти маркеры, они спиртовые. Ну, а спирт, он не может очень плохо воздействовать на засушенные растения. Это же не вода. Спирт, он быстро улетучивается, и растение не успевает пострадать. Но, однако, и цвет улетучивается. Поэтому эти Копик-маркеры, ну, есть и другие бренды, они годятся только для разукрашивания растений, которые затем творческие люди будут использовать для создания таких вещей, которые в ходу недолгое время. Ну, что мне приходит на ум, это открытки. Ведь открытку человек получил к какому-то празднику, да, она красивая, она создана кем-то своими руками, она неповторима, она будет единственная в мире, потому что это не массовое производство. Но посмотрела открытку и убрал ее. Вот для этого годится эти Копик-маркеры, почему бы нет. Там вот закладку для книг тоже маленькая вещь, но все-таки мы ей долго пользуемся. Хотя я слышала, что некоторые используют и для украшения растений, которые используются для изготовления закладок в книге. Вот, кроме открыток, которые посмотрел и отложил, и больше ты никогда их не возьмешь в руки, мне ничего в голову не приходит. Ну, может, я о чем-то забыла, не знаю. Вот, поэтому одно время я накупила этих Копик-маркеров, разочаровалась. Ну, просто я не занимаюсь созданием таких вещей, которые одноразовые, которые люди используют совсем непродолжительное время. Как-то обошло меня это стороной. Вот. У меня существует множество картин, где я применяла засушенные растения, где я раскрашивала свои растения с помощью пастели. Но никогда я не использовала Копик-маркеры для создания своих коллажей. Вот, какая-то часть художников-флористов, они создают прекрасные картины, но используют натуральные оттенки засушенных растений, которые потеряли свой цвет. Существует достаточно много таких художников, ведь даже потерявшие засушенные растения свой натуральный цвет, там столько оттенков бежевых, зелено-оливковых. И я восхищаюсь этими художниками. Ведь засушенные растения, даже после потери своего цвета, с течением времени он тоже меняется. Допустим, может через год это быть светло-бежевый цвет, с течением времени он потемнеет и так далее. То есть художники-флористы, они большие экспериментаторы.
и им нужно время, чтобы узнать, что происходит с засушенными растениями. Его Величество время здесь имеет огромное значение. Ну вот, а на YouTube я видела видео, люди используют для своего творчества засушенные растения, явно не зная, что происходит с течением времени. Я повторюсь, что год – это еще не тот промежуток времени, который вам скажет, как видоизменяется цвет засушенных растений со временем. Нужно намного больше времени проверить. У меня есть специальное видео, где я показываю, как я использую распылитель, спрей, который придает тоже цвет растениям. Ну, я его этот способ окрашивания растений с помощью цветных распылителей использую, но в основном, а может быть даже исключительно для придания зеленого цвета. Ну, хотя спреи тоже можно приобрести разнообразные, не один зеленый цвет, а их можно приобрести несколько. Вот, но только опыт вам подскажет, в каких случаях применение данных распылителей, спреев годятся, а в каких случаях нет. Нужно посмотреть на растения. Как-то лучше качество растений после применения окрашивания с помощью спреев все-таки небольшого размера, а на больших листьях могут быть какие-то, иногда даже потеки, и как-то вот не так смотрится, не очень хорошо, неестественно. А ведь стремишься все равно, даже используя искусственные средства для окрашивания засушенных растений, все равно стремишься, чтобы оно выглядело как можно более натуральным. Ну вот, друзья, в принципе, я сказала, что я иногда использую только форму засушенного растения, не обращая внимания на то, что растения потеряли свой цвет. А иногда, когда мне хочется, когда мое внутреннее чутье заставляет меня все-таки поработать с растениями и придать им как можно более близкий цвет к тому, каким они обладали, когда были живыми, не засушенными. Ну вот, а сейчас я вам покажу, у меня есть коллекция растений, я их храню долгие годы. Это как бы мой эксперимент, длится долгие годы. Я вам покажу, что происходит с растениями через несколько лет. Может, кто-то из вас даже не догадывается, какими они становятся по прошествии, допустим, 5-7 лет, 8-9. Вот, давайте посмотрим вместе. Вот дизайн-мастер спреи, о которых я говорила, что я их использую для окрашивания различными оттенками зеленого цвета. Вот Spring Green и Basil. У меня есть два, но в магазине было больше, ассортимент был больше. Я сначала покажу, друзья, сколько же у меня засушенных растений накопилось за долгие годы. Вот в каждом файлике какое-то растение. Я их, конечно, не смешиваю, храню отдельно. И вот, посмотрите, сколько у меня этих файлов. Это еще не все. Точно такая же куча файлов.
Уж экспериментировать, так экспериментировать. Тут у меня уже, наверное, тысячи разных растений. Итак, давайте посмотрим несколько экземпляров цветов, которые хранились более 5 лет. Или в районе 5 лет, или более 5 лет. 6, 7, 8, 9. Вот это были розы. Они были ярко-розового цвета. Сейчас у них совсем незначительный намек. Вот тут я вижу, что они были розового цвета. А стали бежевые. Вот это у меня хризантемы были чистого белого цвета. И чем дольше, я знаю, я давно выращиваю эти хризантемы, с течением времени вот у них сначала светло-бежевый цвет, потом темнее. Вот. Но это уже, возможно, окончательный вариант, не знаю, посмотрим. Они никуда не годятся, мало куда годятся без окрашивания, но слава богу, что они поддаются окрашиванию пастели. И, конечно, я серединки подкрашиваю в желтый цвет, лепесточки окрашиваю в белый цвет, и они преображаются. Зеленый цвет со временем становится оливковым. Вот здесь вот здесь листочки еще хоть как-то напоминают зеленый цвет, а вот с течением времени они все более и более становятся не зелеными, а оливковыми. Это такая вот тенденция. Вообще цвет ведь у растений зависит от химического состава, и поэтому они хранят по-разному свой цвет натуральный с течением времени. Ну вот здесь, это что у меня? Листья дикого винограда, по-моему. Вот здесь то бежевый, то охра цвет, то оливковый. Вот. Да, бежевый цвет, он как бы это самое вероятное, во что превращаются засушенные растения. Вот эти розы были сливового цвета, но не такого. И серединки не были такие охристые. А стал намного темнее цвет лепестков. Вот опять бежевый цвет, к чему стремятся очень-очень многие растения после засушивания. Зеленый превращается в оливковый, а многие оттенки, включая белый цвет, они превращаются в бежевый. Вот эти лепестки лилейника, они были, по-моему, ярко-желтого цвета. Ну, тоже время их превратило в бежевые лепестки. Вот, я не буду показывать всю коллекцию, друзья, но я надеюсь, что я привела вам доказательства, что растения не хранят со временем свой натуральный цвет. На этом остановлюсь. Да, как я уже упомянула, что вот способность хранить свой собственный натуральный цвет растений после засушивания зависит от химического состава. Ведь различные химические элементы, они и образуют такое понятие, как красный цвет, синий цвет и так далее. Зависит от химического состава. Я не буду сейчас, и к тому же я не вспомню просто на память, и как всегда химические элементы имеют такие трудные названия, произношения, я не смогу. Но в принципе я читала в специальной литературе, какой конкретно химический элемент
образует тот является образующим для того или иного цвета. Вот. Но мало того, мало химического состава, который имеется в определенном растении. После засушивания сохранение цвета зависит от нескольких важных условий. Это я четко знаю, ведь я художница-флористка. Цвет засушенных растений пропадает от высокой влажности, и вообще влажность влияет на сохранение цвета. Кислород является разрушительным фактором. Именно кислород разрушает цвет. То есть он так вот воздействует на те самые химические элементы, которые содержатся в составе растения, и цвет пропадает. Происходят химические реакции воздействия с кислородом из воздуха. Так, влажность сказала, кислород сказала. И третий разрушающий фактор – это ультрафиолетовый свет. Не цвет, а свет. Ультрафиолет. Именно он является сильным разрушительным фактором. И казалось бы, вот, сохрани растение в таких условиях, где нет ультрафиолетового света, где влажность воздуха стремится к нулю и отсутствует кислород. А как создать такие условия? Это очень сложно. И существует специальная техника, с помощью которой художники-флористы, современные художники-флористы, используют эту технику, и вот там условия близкие к идеальным. Техника эта называется вакуумная упаковка. Года 3 назад я ее освоила. Она непростая, но не такая уж и сложная, чтобы невозможно было ее каждому освоить. Там просто нужно приобрести специальные приспособления для откачки воздуха. Видите, она и называется вакуумная упаковка. То есть там картина, допустим, созданная из засушенных растений, она находится в вакууме. Вот как вакуумная упаковка, нам всем известно, там продукты покупаем в вакуумной упаковке. То же самое картину можно расположить в такой обстановке, где вакуум. А вакуум — это значит отсутствие кислорода. Я, честно говоря, не знаю, там вообще 0% кислорода или все-таки какой-то процент есть по содержанию, я точно не знаю. Но это самые лучшие условия. Вакуумная упаковка — это самые оптимальные условия для сохранения цвета засушенных растений. Так, вакуумная упаковка. Но она предполагает, что художник-флорист помещает свое произведение, допустим, картину из засушенных растений, не только без кислорода. Вакуумная упаковка — это значит, что там влажность будет настолько мала, идеальные условия, ведь чем суше условия, в которых находятся растения, тем для них лучше. Влага — это, как я уже сказала, один из разрушающих факторов. Вот. И еще вакуумная упаковка, когда она правильно сделана, все соблюдено, технология вакуумной упаковки, я имею в виду. А там используется стекло, которое не пропускает ультрафиолетовые лучи. Если честно,
если точно, вернее сказать, то честно. Я все говорю честно. Но сейчас вспомню. 99% защита от ультрафиолетовых лучей. Вот. 3 главнейших условия. Влажность воздуха минимальная. 99% защиты от ультрафиолетовых лучей, то есть только через это стекло проходит 1% ультрафиолетовых лучей. И что еще забыла? Влага и отсутствие кислорода. Вот только при вакуумной упаковке картины засушенных растений сохраняется натуральный цвет. Но на практике это как можно использовать? Засушить растения. А вы помните, я сказала, что очень многие растения хранят свой натуральный цвет после засушивания примерно год. Но чем меньше этот промежуток времени, тем лучше. И вот нужно подобрать растения для своей картины, не затягивая со временем, а выдерживая временные рамки меньше года там. Вот. Поместить свою готовую картину, свое изделие в вакуумную упаковку, о которой я только что рассказала. И все. То есть засушенным растениям, которые еще не успели потерять свой натуральный цвет, с помощью вакуумной упаковки можно создать почти идеальные условия. И в свое время мне было так интересно, сколько же по времени тогда растения хранят свой цвет. Они хранят свой цвет несоизмеримо дольше по сравнению со всеми остальными способами и уловками художников-флористов. Приблизительно 30 лет. Потом тоже то ли данных еще нету у художников-флористов, потому что нужно выждать 30 лет. Или люди, которые достигали еще большего даже времени, сохранялись у них картины в вакуумной упаковке, они просто не поделились своим опытом, и такое может запросто быть. Вот, но последнее, что я слышала, так сказать, по последним данным, что в случае вакуумной упаковки засушенных растений они могут хранить свой цвет приблизительно 30 лет. Но это радует. Это большое достижение. Когда я начинала заниматься, только-только начинала заниматься, мне так хотелось изобрести что-то. Мне было интересно. У меня мысли текли в таком направлении, что неужели не существует каких-то способов, чтобы сохранились эти чудесные натуральные цвета растений. Вот, оказалось, что есть метод вакуумной упаковки. И тогда совсем нет необходимости раскрашивать растения, применять ни пастель, ни спреи. Конечно, исключением является, если ты сам хочешь, чтобы у растения какой-то был другой цвет, тогда можно его перекрасить с помощью пастели или спреев. А так даже зеленый цвет, который хуже всего проходит испытания временем, он самый быстро разрушающийся цвет. Зеленый цвет. Зеленый цвет, которого больше всего в природе. Это зеленый цвет, правда? Вот. И он быстрее всего разрушается. Быстрее всех остальных цветов.
Если кому-то, я сейчас имею в виду не профессионалов, просто кому нравится заниматься засушенными растениями, избрал это для себя как хобби, уже давным-давно существует такое явление, что кто-то занимается в качестве бизнеса окрашиванием растений и продает их. Лично я видела продающиеся окрашенные засушенные растения и на Амазоне, и на Алиэкспрессе, и на каких-то других сайтах. Ну что хочу сказать. В основном это были небольшого размера цветы, небольшого размера растения, ну там не только цветы, листья и стебли, небольшого размера. Вот. И способы окраски у них были, сейчас объясню. Существует такой способ. Ставится веточка растения, оно, естественно, начинает вбирать в себя, всасывать через стебель раствор, подкрашенный раствор со специальными красками. Растение впитывает в себя и с течением времени приобретает цвет раствора. Потом эти цветочки, после того, как они преобразились, приобрели цвет того раствора, в который они были поставлены, их отрезают и засушивают. И вот этот цвет у них уже сохраняется, можно сказать, навечно. Но я не уделяла времени. Я просто знаю, что такой способ существует, и мне легче купить. Если мне нужны какие-то небольшие цветочки каких-то определенных цветов, я знаю, где их купить. А вот возиться, самой окрашивать, пока как-то желания не возникало. Меня вот пастель устраивает и спреи. Но хочу сделать очень существенную оговорку. Я зря сказала, что не существует таких растений, которые хранят свой цвет. Нет, есть определенный набор. Он, конечно, не такой большой по сравнению с тем разнообразием в растительном мире. Например, кора дерева. Она какая была, такая и останется. Например, очень многие обожают использовать, я имею в виду в первую очередь профессиональных художников-флористов, которые обожают, предпочитают использовать такое чудесное, не средство, нет, как сказать-то, вещество, как кора березы, береста. Это такой замечательный растительный материал. Во-первых, то, что береста сохраняет свой цвет, не изменяется с течением времени. А во-вторых, у нее такое разнообразие существует. Там и белый цвет, и серый, и розовый, и бежевый, и переходы между ними. В общем, что у некоторых это просто основной материал, с которым они работают, и с небольшим дополнением чего-либо еще. Но в основном цвет береста. У меня бересты нет, у меня березы не растут. Что у меня, например, хранит свой цвет? Я живу в Луизиане. У нас тут выращивается хлопчатник. Вот эти коробочки, семенные коробочки с волокнами белого цвета, они не будут меняться со временем. Они так и будут белыми. Они даже не становятся, как большинство растений по истечении времени, бежевым. Нет, это хороший материал, но мало где его можно применить.
небольшой спектр, где он может быть применим. Поэтому по сравнению, допустим, с той же берестой. Ну вот, такая вот оговорка. И каждый художник-флорист, включая меня, стремится в своей деятельности, пока он занят засушенными растениями, пока он творит, он мечтает, он стремится найти такие растения, которые будут хранить свой цвет многие-многие годы. И оглядываясь на деятельность творящих художников до меня, я просто преклоняюсь перед ними. Кто-то из них осуществил свою мечту и нашел свое собственное растение. Вот таким образом и копится опыт у художников-флористов. Сначала изучаешь опыт, кто был до тебя, кто творил до тебя, а потом стараешься привнести что-то свое. Занятие очень интересное. Долгое-долгое время меня не покидали мысли, я была взбудоражена мыслями о том, как же научиться хранить натуральный цвет растений. Но вывод свой я уже сделала, что очень малое количество растений способно хранить свой цвет. И самое лучшее – это делать картины в вакуумной упаковке, используя растения, не так давно засушенные. Ну, нужно стремиться уловить момент, пока они еще хранят свой цвет, обладают своим цветом, и использовать их в картине, запечатанной с помощью технологии по вакуумной упаковке. Вот это, к такому выводу я пришла на сегодняшний день. Но был момент, вот смутило меня, я как-то участвовала в международной выставке в Южной Корее, и мне прислали подарки из Южной Кореи, устроители этой выставки. Было достаточно много разнообразных засушенных растений. Вот они были упакованы, ну, что-то наподобие вот этого. Как видите, я вот... это мое собственное не изобретение, а я просто хочу сказать, как тогда выглядело то, что я получила. Растения были упакованы с помощью пакетика силикагеля, и выглядело, что это вакуумная упаковка вот из пакетов, которые люди используют в специальных машинках для откачки воздуха. Ну вот не магазинная упаковка, а я приобрела тоже такую машинку и клала на картонку растения, которые я собиралась хранить долго. Тоже клала, как они, как обезьянка, пакетик с силикагелем и запаковывала. Вот, там нет воздуха. Хранила я это без света, в темном шкафу. Но пришла к выводу по истечении времени, что-то я не так делаю. Есть какой-то секрет у тех людей, которые мне подарили из Южной Кореи. Вот, пожалуйста, хорошо видно, что цвет, ну, здесь листья у меня герберы, они тоже не зеленые стали, а потеряли свой цвет, светло-оливковый, можно сказать. Вот. То есть долгое время я не могла успокоиться, я все хотела найти самый эффективный способ по сохранению цвета засушенных растений. Так и не нашла, даже не разгадала
секрет, как же все-таки в Южной Корее им удается сохранить. У них возможно, какие-то еще и специальные пакеты, которые не пропускают ни влагу, ни воздух, ну, соответственно, кислород. И еще сами пакеты, это я точно слышала, что от других художников-флористов, что они хранятся в помещениях с очень низкой влажностью воздуха. Ну вот, ну молодцы. Нашли способ, а я вот нет. И поэтому, если я задумаю заниматься картинами, то я буду использовать метод вакуумной упаковки, эту технологию. А если захочу, то буду раскрашивать растения. А вот так, чтобы не создавать никаких условий, которые нужны, необходимы для сохранения натурального цвета растений, плюнуть на это и не раскрашивать, то будет ужас. Будут страшненькие, в основном бежевых цветов, темно-коричневых цветов растения. То есть земля и небо по сравнению с тем, как только-только сделаешь картину, и она полежит какое-то время. Она очень сильно видоизменится. В заключение моей беседы, друзья, я хочу сказать, что занятие с засушенными растениями – это очень увлекательное занятие. Оно не отпускает меня вот уже несколько лет. И я с течением времени пробовала применять растения то в одних изделиях, то в других, то в третьих, то в пятых, то в десятых. И с течением времени пробовала то так их приукрасить, то так их подкрасить. Формировалось мнение, что мне больше нравится, что меньше. Это все составные части творческого процесса. Я вот подумала сейчас, наверное, почти каждый в жизни своей, как художник-флорист, пытался засушить хотя бы какой-то маленький цветочек, сорванный в поле там где-то или в саду у себя. Помните, наверное, интересно было нам положить его в книжку и засушить. И вот сам факт, что ты сорвал живое растение, которое не живет долго, а ты его взял в книжку, положил, засушил, и после этого оно уже будет с тобой, делай с ним что хочешь, очень долгое время. Это как будто маленькое чудо. Еще меня поражает, друзья, что первую ашибану, ашибана — это искусство создания плоских картин из засушенных растений, которое было изобретено в Японии. Оно появилось благодаря японскому самураю. Самурай — это кто? Это воин. Его дело — война. Ну вот какой-то из самураев взял, собрал, засушил растения, сел и сделал из них картину. Мужчина, самурай, воин. Для него это тоже было чудо. Причем в самом начале, вот начиная с этого самурая, благодаря которому появилась ашибана, люди тогда использовали растение, как оно есть.
Ничего не отрезали, не загибали, там, не использовали его натуральным. И у них и не было тогда и средств современных, которые мы сейчас применяем, ни тех же спреев, ни пастели, ничего. И в то время люди ценили даже растения, потерявшие свой натуральный цвет. И это здорово. Использовали его прекрасную, чудесную форму, текстуру. И там еще был элемент фантазии, ведь люди использовали форму растения. Что-то из растений им напоминало что-то другое. Вот именно так создавались первые ашибаны. Вот это вот я вам скажу. Это у меня, когда что-то напоминает что-то другое, это у меня самое любимое в моем занятии с засушенными растениями. Это я имею в виду не фантазию, ну, возможно, да, фантазию, но больше я склонна это называть ассоциативные игры, когда какой-то листик напоминает крылышко птички, или там лепестки скомбинированные в особую композицию, они превращаются в крылья бабочки. Вот это самое увлекательное, что мне нравится в занятии с растениями, ассоциативные игры. И я четко знаю, что чем больше ты будешь использовать эти преображения растений, чем больше найдешь вариантов, тем интереснее будет в конечном итоге картина. Я желаю всем творческого полета. С засушенными ли растениями или с чем-то другим. И спасибо, что выслушали меня. Мне было приятно вам поведать о своем творческом процессе. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго. До свидания.